Здравствуйте, мои волшебники, мои ведьмочки, мои маги, мои любимые. Я хочу вам рассказать, что хорошего вас ждет до конца месяца. И гадать я буду на Таро снов Чиро Марчетти. Чиро Марчетти — один из моих самых любимых художников Таро. Естественно, все его колоды я постаралась собрать. И у нас будет 4 позиции. Пока я перемешиваю колоду, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. И после просмотра пишите комментарий. И это очень важно для меня. Это поддержка канала. Итак, что хорошего вас ждет до конца месяца? Я вам все расскажу. Напророчу. Сдвигаем 3 раза. Представьте, что вы у меня сидите дома, пьете со мной кофеек. Или, если не любите, чаек. Вот. Или что вы там хотите. Так, слушайте, карта упала. Сейчас мы ее посмотрим. Ух ты, ух ты, ух ты, дворец мечей. Интересная такая карта, замечательная. Ну, по сути, дворец, он и есть дворец, да, то есть все равно он показывает какие-то результаты, какие-то достижения, средоточие ума, дисциплины и вкуса. Утонченный такой, да, вот, ну, дизайн у него, дизайн утонченный, да, такой вот воздушный, действительно. И я здесь вижу вот таких крылатых коней красивых. Это вообще замечательный дворец. Естественно, он показывает некое благословение для вас высших сил. И энергия воздуха, она будет вам во всем способствовать. Причем, смотрите, на дне колоды колесо фортуны. Это послание высших сил о том, что в вашей жизни что-то в скором времени поменяется, да, и вы попадете в настоящий дворец вот по какой-то причине. Интересно, все вращается, жизнь меняется, и ну, ситуация, если у вас какая-то плохая есть, перевернется прям с ног на голову в сторону хорошей. В чем-то повезет. Высшие силы так считают. Хорошо. 4 позиции. Первая карта — ваше сегодняшнее настроение. Посмотрим. Какой у вас настрой? По ней вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию, как обычно, да. И видео всегда актуально в момент, когда вы его выбрали. Вы можете вполне для своих близких загадывать позицию. Ну, там, например, для мужа, для любимого человека, для мамы, там. То есть это вполне нормально. Допустим, для себя выбрали первую позицию, для мужа третью позицию. И смотрите, да. И также для себя можно выбирать несколько позиций. Итак. Чем я буду украшать? Ну, давайте вот такой фиолетовый флюорит, первая позиция. Я хочу еще флюоритов найти сейчас. Ну-ка, поищу. Прям мне интересно стало, где они у меня. Ага, вот нашла еще один хотя бы. Зелененький такой вот флюоритик на вторую позицию. Так, ну тут трудно среди камней искать. Давайте горный хрусталь возьмем еще, чтобы вот такие тоже красивые были камушки. И розовый кварц, замечательный камень. Вот так украсим сегодня наши позиции. Итак, первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Так, убираем, да, убираем. А что-то у меня свечка погасла. Как же так? Как же так? Сейчас. Так, флюорит фиолетовый. Первая позиция. Первая карта — это ваше настроение. Двойка кубков. Это очень хорошее настроение у вас сегодня. Сейчас, минутку, я свечку все-таки возьму. Так. Свечка. Все равно же надо зажечь свечку, чтобы огонь-то был, энергия огня нам нужна, да? Свечка. Я за свечкой, свечка в печку, да? Итак, значит, мы хотим узнать ваше настроение по двойке кубков. Оно хорошее, оно светлое, оно дружелюбное. Вы сегодня готовы любить. Вы сегодня готовы делиться своей энергией с другими людьми. И вы верны
чему-то или кому-то. Вот лебеди это символ верности, как вы знаете. Верности и любви, да. Поэтому я могу тут сказать, что двойка кубков, она для вас знак того, что вы готовы к партнерству и готовы в этом партнерстве быть честным человеком, верным человеком. Конечно, вот тут у нас, видите, все-таки есть знаки, и мы понимаем, что, может быть, на них стоит ориентироваться. Может быть, какой-то человек, да, важен сейчас в вашей жизни больше, чем другие. И парность, любая парность, то есть это уже, то есть, ну, очень хорошо. Вы готовы сотрудничать, вы готовы там с кем-то вместе объединяться, работать, жить. И, конечно, вы человек, который, ну, расположен. Сейчас к другим вы открыты для, по крайней мере, как минимум одного кого-то, да. Ну, я думаю, что для большего числа людей, что, может быть, вам важно там семья, коллектив, взаимодействие. То есть настроение вот такое вот приятное. Вообще, может быть романтический настрой по этой карте, да. Но я считаю, что когда двойка кубков падает, это, по сути, знак любви и знак того, что высшие силы посылают вам взаимную любовь. То есть, если у вас ее нет, вот знаете, что, вот, может быть, вы кого-то любите, что это, например, взаимно, да, или что в скором будущем в вашей жизни будут взаимные хорошие партнерские отношения. Так, что хорошего произойдет до конца месяца? Любого месяца, когда вы смотрите, да, что хорошего произойдет до конца месяца. Но если вы смотрите 29 числа, ай-яй-яй, минимум 2 недели должно быть до конца месяца, чтобы что-то исполнилось. Следующий месяц тогда будет считаться, если вы 29-го смотрите. Так, первая карта у нас суд. Суд — это карта возрождения. Здесь у нас ангел или бог, можно так сказать, да, сила какая-то высшая, и души, они, ну, приняты в рай, они возрождаются, они получают высшее благо. Поэтому здесь вы какое-то высшее благо можете получить до конца месяца и буквально что-то реабилитировать. Ну, например, если вы потеряли там человека, отношения, конечно, вы можете их восстановить. Можете восстановиться после травмы, после того, как вы там сильно что-то переживали тяжелое. Плюс у вас двойка кубков, это уже такой хороший настрой. Суд, он может означать, что вы выходите снова на работу, выздоравливаете. То есть вот это очень много хорошего эта карта несет. Именно возрождение. То есть вся суть этой карты в этом возрождении. Понимаете, что вы можете скоро возродиться и до конца месяца именно возродить что-то в своей жизни очень важное для вас. Хорошая, очень хорошая карта, как знак для вас, да. То есть у вас первый знак был двойка кубков, второй знак — это суд. Что у нас тут еще? Звезда. Суд и звезда выпали. Ну ничего себе. У вас действительно до конца месяца могут происходить в жизни абсолютно волшебные вещи. Вот волшебные. Звезда, она исполняет желания, причем необычными путями, совершенно необычными. То есть когда, ну, высшие силы посылают нестандартное решение, какое-то неземное, непонятное. Вот по волшебству как-то все по взмаху волшебной палочки может произойти. Или просто исполнится ваша мечта. Но вот если вы мечтали уехать, конечно, карта говорит, вы уедете, и это будет хорошее для вас. Мы же хорошее обсуждаем. То есть это не тот момент, когда вам плохо ехать, а вы едете, да? Наоборот, это хорошая карта для отъезда. Если вы этот отъезд действительно лелеете, да? Если вы не хотите ехать, карта не может этого означать, потому что это для вас будет вред, а вы этого не хотите, да, а тут мы про хорошее, то есть, понимаете. Именно обсуждаем, что хорошего произойдет до конца месяца. И, конечно, это может быть любовь на расстоянии, очень сильная, и встреча, да, в итоге. Вообще, карты здесь показывают что-то решающее, ну, вот в вашей жизни кардинальные перемены в лучшую сторону. Вы буквально, ну, можете воскреситься, да. Причем звезда — это всегда, она льет живую воду и действительно может воскресить. Вот. Дальше мы видим семерку кубков. Семерка кубков, она показывает, что
вы предстанете перед каким-то важным выбором, сделаете выбор и не ошибетесь. Более того, вы можете по 7 кубков вот как будто бы быть творческим человеком, настоящим, там, не знаю, писателем, художником, кто действительно сделает прорыв в своем творчестве, да. И дальше рыцарь Пентаклей показывает, что у вас пойдет продвижение по работе, по карьере, по хобби, по бизнесу и, соответственно, прибавление в деньгах. Что хорошего до конца месяца произойдет? Вы в творчестве сделаете в своем какой-то шаг, прорыв там или в работе, и получите за это уже первые деньги там какие-то хорошие, или давно не было клиентов, они придут. Вот. Мое мнение, что эти карты все положительные. Кому-то 7 кубков на самом деле не нравится, а рыцарь Пентаклей кажется медленным. Может быть, что не так быстро все происходит, вот не по щелчку, да, по поводу денег, а ну, как-то по-другому. Но при этом я вам честно скажу, что рядом с вами будут, в принципе, надежные люди. Но не верьте тому, кто очень много обещает. Он может не выполнить свои обещания вовремя, действительно. Сразу же, вот если вам пообещали какую-то работу там или что-то сделать, для вас что-то сделать, там, да, оказать там, знаете, что это будет с задержкой, хотя человек этого не хотел. Но это все равно хорошее, потому что исполняется же то, что вы хотите. Исполняется же то, что вы задумали. Поэтому я так могу сказать, что, конечно, это все равно хорошее для вас, а не какое-то там плохое. Даже если вам кажется, что эти карты какие-то медленные и непонятные. В любом случае, суд и звезда дают вам большое счастье и удачу. Поэтому знайте, что до конца месяца еще очень много чего в жизни изменится именно в хорошую сторону. Я считаю, что, смотрите, если все-таки вы очень зациклены на отношениях, конечно, они здесь возродятся и дадут вам очень большой прорыв и надежду. Если вы сконцентрированы больше на работе, у вас будет очень сильное партнерство, которое принесет свои плоды, и вы как будто бы начнете достигать настоящих высот. Но, конечно, везде есть свои нюансы. Главное прилагать усилия, да, все-таки со своей стороны максимальные. Ну, вот такая позиция номер 1. Так, а мы идем с вами к позиции номер 2. Что хорошего вас ждет до конца месяца? Наш флюорит зеленый. И первая карта — ваше настроение. Десятка жезлов. На вас все навалилось, вам тяжело, вот ваше настроение. Может быть, знаки зодиака тут смотрите, да? Может быть, такие люди на вас сейчас влияют в жизни, но негативно. Так получается. Или нагрузили эти люди вас, да? Но здесь я могу сказать по десятке жезлов, что человек чаще сам берет на себя слишком много ответственности, слишком нагружает. Там за людей что-то выполняет, что бы вы ни попросили, делает. Считает, что он делает все лучше всех, значит, можно на себя нагребать много обязанностей. Идет впереди планеты всей, не может отпустить те 10 жезлов, которые схватил, которые на себя наложил, да, а подняться уже не может. Ну вот, понимаете, вы себя перегрузили, вы устали. Вот в чем ваша суть тут. Настроение не очень, я бы сказала. И, конечно, вроде как и донести уже это хочется все, довести до ума, но одновременно это выполнять не стоит. Вам нужно время, и вам нужно распределить все по очереди, выполнять дела по одному. Это важно. Хорошо, давайте посмотрим, а что хорошего вас ждет до конца месяца. Туз Пентаклей. Это же счастливая карта. Это очень хорошая карта. Она показывает, что буквально вас ждет большое человеческое счастье, какая-то возможность яркая и удача. Вот видите, у вас настроение десятка жезлов, вы как-то перегружены, вас все достало там, да? А на самом деле вас ждут большие-большие дивиденды, результаты, я не знаю. Возможно, большая сумма денег, да? То есть или какие-то финансовые прибавления. Буквально повести в деньгах может, конечно, по этой карте. Но вообще туз Пентаклей, он иногда показывает тоже вот возрождение человека.
Он показывает его силу, он показывает удачу этого человека во всем. Даже если вы, там, не знаю, озадачены здоровьем и устали, да, он говорит о том, что надежда-то не за горами, что есть какие-то варианты для лечения, для исцеления вашего. И получается, что это счастливая карта талисман ваша по второй позиции, да, выпала. Вы ее притянули. Значит, до конца месяца будет что-то волшебное и замечательное для вас. Ну, конечно, чаще всего это деньги. Дальше, значит, мы видим солнце. Ничего себе. Тут у нас прям такие астрономические часы. Смотрите, планетами играет это солнце. Оно же, вот видите, вот вокруг него планеты вращаются. Оно дает всем нам жизнь, всем этим планетам, да? Вы же знаете об этом. Поэтому здесь Солнце – это невероятная сила, мощь, энергия. Здесь Солнце – это популярность, может быть, ваша возрастает. Может быть, подарок небес какой-то, Бога, там, не знаю, Вселенной для вас. Может быть, яркое Солнце в вашей жизни, когда вы, не знаю, приезжаете на курорт, да, где еще тепло, и загораете, там солнечный яркий свет. Карта показывает, что в вашей жизни идет просветление, то есть белая полоса. И, соответственно, многое станет ясно. Солнце – это тоже счастливая карта, тоже карта-талисман. Причем вам уже выпало 2 талисмана. Задумайтесь над этим. Что-то вас очень такое хорошее ждет. Вы не ожидаете этого, но оно к вам уже тянется. Так, следующая карта у нас – это дьявол. Ну, куда ж без него, да? Куда ж без него? Мы здесь понимаем, что раз у вас есть туз пентаклей, у вас есть солнце, кто-то этим может заинтересоваться и посадить вас в клетку, ожидая, что вы все ему отдадите. Задумайтесь над этим тоже и обратите внимание, да, что есть люди, которые хотят ваши деньги или вашу удачу себе. Поэтому что хорошего произойдет до конца месяца? Вы об этом узнаете, вы выявите своих недоброжелателей, манипуляторов, врагов и поймете, где ложь, а где истина. Я считаю, что дьявол выпал вам потому, что вы можете не поддаваться на соблазн и победить дьявола в вашем окружении. То есть буквально понять, кто этот манипулятор и человек-тиран для вас. Так, следующая карта у нас Паж жезлов. Вас ждет невероятно веселое, интересное знакомство. Даже для женщины это может быть очень хорошая подружка. Вы знаете, не всегда женщина должна познакомиться с мужчиной. Может, для мужчины друг, для женщины подружка. И весело проводите время, болтаете, общаетесь. Это же классно. Людская жизнь не состоит только из отношений. Поэтому здесь, да, конечно, вы можете встретить там до конца месяца любимого человека, сходить с ним на свидание, познакомиться с ним в конце концов. Это понятно. По пажу жезлов, да, то есть улыбчивый, приятный человек, позитивный. Но также это может быть знакомство для дружбы с женщиной или с мужчиной, кто вам приятен, у кого общие интересы с вами, и с кем вы можете долго поболтать, сходить в кафе, там, в кино, понимаете? Это очень-очень нужно нам всем, потому что все закрылись в телефонах, в компьютерах и все, сидят по своим норам. Плюс еще такие всякие события в мире. Конечно, трудно. Больше общайтесь лично. Вы будете иметь тесный контакт с людьми. В итоге в любой нехорошей ситуации эти же люди вас защитят. Или окажут вам какую-то поддержку, или вы им. То есть вы сыграете в их жизни важную роль. Поэтому паж жезлов, да, это интересное знакомство. А дальше, главное, чтобы оно было позитивным, что карты здесь их сказали. Вот такая позиция номер 2. Так, идем дальше. К позиции номер 3. Что хорошего вам по судьбе до конца месяца? Наш горный хрусталь. И первая карта – это ваше настроение сегодня. 7 жезлов. Да я от 7 собак отлаюсь. Вот ваше настроение. Вы боретесь за себя, вы отстаиваете себя. Возможно, человек с этим знаком зодиака играет сейчас в вашей жизни важную роль, и вы о нем, допустим, думаете. Но это не факт.
да. Однако здесь карта показывает, что на вас кто-то напирает с обвинениями, а вы отбрыкиваетесь, отмахиваетесь или пытаетесь доказать свою правоту вот всеми силами. Может быть, вы что-то пытаетесь отстоять. Работу, отношения, да, свое положение в жизни, свое, там, не знаю, спокойствие. И методы у вас уже идут, ну, такие более агрессивные, что ли, потому что терпение лопнуло. Однако вы победитель по жизни, у вас есть лидерские качества. И отступать вы точно не собираетесь. Сдаваться нет. Нет, это не про вас. Вот прошлая позиция сдалась уже, да? Там 10 жезлов, а вы по 7 точно сдаваться не будете. Конечно, эта карта бодрит, я бы сказала. Но настроение именно такое несколько агрессивное. Назвать его сильно хорошим не могу. Хорошо, давайте посмотрим, а что хорошего вам по судьбе до конца месяца? Что же там будет? Так. 9 жезлов. Ну, вы уже на ступеньку какую-то взойдете вверх. Еще нужно, конечно, будет идти вперед все выше и выше, да? Но, по крайней мере, уже какая-то ступень достигнута. Вы передохнете, пойдете вверх. Карта говорит, что вы взбираетесь на вершину мира. И это может быть взлет, ну как взлет, подъем по карьерной лестнице в ближайший месяц. То есть до конца месяца вы можете сделать много шагов для того, чтобы вас повысили. Также эта карта показывает повышение по социальной лестнице. То есть есть карьерная лестница, есть социальная лестница. И иногда человек может туда пробиваться вверх или познакомиться с человеком, с кем-то подружиться, кто выше его по социальному статусу, но и попасть в этот круг. Понимаете, то есть, 9 жезлов, она такая здесь, в этой колоде. Куда-то мы взбираемся наверх, да, по этой карте. Все неплохо, это очень хорошая позиция. Вот, но при этом иногда мы отстаиваем по этой карте все-таки свое право на что-то. И ценой невероятных усилий. Ну, победа в любом случае за вами. Так, следующая карта. Что еще хорошего произойдет до конца месяца? 6 кубков. Это такая романтичная карта. Вообще, по этой карте тут есть дети, конечно. Дети. Может быть, она иногда означает беременность, например, зачатие, да, там, роды, если вы беременны. То есть там вам уже подходит срок. Если не подходит, просто будет все хорошо со здоровьем, там, да, если вы в положении. Вот. Если мечтали о зачатии, конечно, карта может показать зачатие. Но вообще эта карта, она романтичная такая. Что вам хорошего по судьбе до конца месяца? Так это то, что кто-то может подарить вам подарок, цветы, позвать на свидание. То есть идет романтика, романтичный настрой, приятный. И также вы можете, допустим, с подругой куда-то сходить, развеяться, там, или с другом, да, посидеть где-то, съездить куда-нибудь в хорошее место, там, в центр города, на набережную или еще что-то, посидеть в ресторане. Не каждый раз может выбираться куда-то. И если вы выберетесь куда-то с подругой, с другом, это очень хорошо. Ну, вообще, конечно, карта больше намекает на романтику, на любимого человека, на признание в любви, на то, чтобы подарить подарки. Может быть, у вас скоро день рождения, и любимый человек сделает для вас сюрприз. Хорошая карта, светлая такая. Так, что там еще хорошего? Ой, карты у меня упали, но их много, я их поэтому смотреть не буду, да? Что еще хорошего по судьбе до конца месяца? Ой, 9 пентаклей, обожаю эту карту, она богатая. Карта показывает, что до конца месяца может быть денежное прибавление, понимаете? Деньги, денежки. И, конечно, это карта богатства, процветания, ну и хороших новостей. Голубка-то не зря у нее в руках. Голубка новость принесла или письмо от кого-то. Это почтовый голубь. Поэтому я вам так скажу, что либо хорошая новость, либо от кого-то весточка, от кого вы очень-очень ждете этой весточки. Причем весть хорошая. И опять же, весть сулит богатство, процветание, деньги, денежное прибавление. Между прочим, карта решает многие финансовые вопросы и вводит финансовую стабильность. Поэтому это взгляд в будущее. Не только сейчас у вас будет хорошо с деньгами, а еще и потом. То есть с каким-то долгоиграющим эффектом. Я считаю, эта карта вообще очень замечательная.
Она показывает и развитие человека, его начитанность, воспитанность, лоск. Вот, то есть, да, вы будете для многих людей, может быть, выглядеть состоятельным, состоявшимся, ухаживающим за собой человеком, воспитанным и интересным. Конечно, такого человека везде привечают, на него больше обращают внимание, даже противоположный пол. Хорошо принимают в гостях, хорошо принимают в каких-то высоких кругах, принимают на работу хорошо, да, или там повышают, особенно, ну, вот те, кто следит за своей внешностью. И вот, может быть, это работа с образом даже. Но в сторону того, чтобы вот вам даже потом шел поток изобилия из-за того, что вы что-то поменяли в образе, в лучшую сторону. Так, смотрим еще одну карту. И здесь я вижу карту Иерофант. Вера, да, карту Вера. Вот почему вам выпала карта Вера? Вера показывает, что человек с помощью своей веры может достичь чего угодно. И если вы верите в Бога, если вы верите в своего ангела-хранителя, во Вселенную, понимаете, Бог, он у всех разный, но он один на всех. У вас есть либо религия, либо вы вне религии верите в Бога, или во что-то верите, в любую высшую силу, да? Это вас укрепляет очень сильно. И, соответственно, если вы верите вот по-настоящему, мир вас не оставит, да? То есть вас все равно будут поддерживать. Я пишу письмо Богу. Беру просто ручку, бумажку и пишу письмо, что мне на душе. Вы знаете, я ему прошу там, да, какие-то решить вопросы. И всегда Бог помогает. Просто это нужно сделать искренне, как будто бы вы маленький, там, не знаю, 5-летний ребенок. И вы обращаетесь к Богу, как будто бы это все происходит в сказке. Потому что дети, они верят в сказку больше, чем взрослые. На самом деле эта сказка реальна. И вот может быть произойти по этой карте что-то чудесное. Ну, то есть то, что вы даже не думали, что произойдет, просто благодаря тому, что вы поверили. Напишите письмо Богу, что вас беспокоит. Пусть он решит вашу проблему, попросите его об этом. Вы даже очень удивитесь, как она решится. Ну, вот такая позиция номер 3. Очень интересная. А мы идем дальше. К позиции номер 4. Что хорошего вам по судьбе до конца месяца? Розовый кварц. Очень красивый. И первая карта – ваше настроение. Туз мечей. Настроение у вас жестковатое. Вы очень много о чем-то думаете, размышляете, и у вас, может быть, появилась хорошая идея. Карта всегда показывает, что человек дисциплинирован, и он настроен на что-то решить, что-то предпринять в жизни сейчас. То есть вы будете активны в скором времени, и вы это знаете. Карта показывает кардинальный вопрос ребром, и, мол, я решаю этот вопрос, все, я твердо решила сделать это. И, конечно, вас с пути уже ничто не свернет. Карта, она показывает часто, когда человек получает какие-то острые известия, но при этом он готов, вот как будто к чему-то готов. Вот вы сейчас ко всему готовы. Но, конечно, это настроение назвать классным я не могу, там, да, веселым, например. Нет. Это настроение скорее собранное, да, подготовка. И я готов там делать, работать, что-то предпринимать. То есть вот так, а не там радуется, ходит. Нет. Тут скорее вот именно человек собирается созидать, да, вот я готов, я должен, я там обязан, от меня что требуется, я все сделаю. Даже там на работе, там в семье. Что от меня требуется, я все сделаю. То есть вот так прям. Хорошо, давайте посмотрим, что хорошего вам по судьбе до конца месяца. Так, мы здесь видим королеву мечей. У вас туз мечей и королева мечей. То есть карты, они показывают, что вы как-то к воздуху привязаны, да. И какая-то женщина принесет вам хорошие новости, но она, скорее всего, знака воздуха тоже. То есть воздух играет в вашей жизни важную роль сейчас. Почему? Потому что, может быть, вы связаны с этой стихией, да, из-за своих острых вопросов в жизни. И вот женщина, она такая дисциплинированная, но очень мощная, строгая, но в то же время, ну, очень справедливая, да, там, честная,
или знака воздуха, с асцендентом в воздухе. Вот она сыграет в вашей жизни важную роль и решится вопрос в вашу пользу, какой-то, может быть, острый вопрос. Также она может вам буквально помочь в чем-то, очень сильно помочь и поддержать. Бывает такое, что мы не можем решить какие-то вопросы, но люди могут, да? Следующая карта — десятка мечей. Что хорошего по этой карте может быть по судьбе? Это то, что заканчивается что-то. То есть это финал, да? Финал какой-то нехорошей истории в вашей жизни. Что это за история? История с десяткой кубков и с королевой жезлов. В вашей семье есть история не очень хорошая с какой-то женщиной. Вот эта история заканчивается. То есть эта история вас мучила, выводила из себя, доставала эта история. И это финал, заканчивается. Резкий обрыв, и это для вас хорошо. Это неплохо, это не какое-то предзнаменование чьей-нибудь смерти или еще что-то. Это просто для вас хорошо заканчивается, точка. Хорошие новости будут в связи с тем, что в вашей семье окончилось что-то и связано с женщиной. И это будет праздник, наоборот, для вас. То есть все, что в жизни плохого бывает, оно все равно когда-то рано или поздно заканчивается. И вот пришел тот момент, когда в вашей жизни это заканчивается, что-то очень негативное, связанное с семьей. Так, смотрим дальше. Императрица. Очень хорошая карта. Опять же говорит о позитивном влиянии женщины в вашей жизни. Смотрите, 1 женщина, 2 женщина, 3 женщина. Уже 3 женщины до конца месяца около вас будет однозначно. Карта императрицы — это карта плодородия. Она говорит о процветании. И, соответственно, она привлекает к вам изобильную энергию богатства. Вот это первое сразу же, да? Будет с деньгами налажено до конца месяца. Будут какие-то прорывы в деньгах, улучшения, сбор урожая, результаты. Также эта карта очень часто показывает беременность. Вы видите, вам явился младенец. Конечно, он может родиться, у кого-то родиться. Счастливая новость о чьей-то беременности, о вашей беременности, о прибавлении в семействе, понимаете? Кто-то родил, удачно родил, все хорошо со здоровьем. То есть эта карта, она всегда показывает беременность, зачатие, роды. И здесь, особенно в этой колоде, очень на этом акцентировано. Поэтому с детьми будет все отлично, да, и с деторождением. Также, конечно, это может быть зарождение новой вашей жизни. То есть карта, она показывает, что вы можете совершить какой-то скачок, рывок, прорыв в жизни и начать все с нуля, заново. Но как будто заново родились. И это будет большое счастье, очень большое. Так, дальше мы здесь видим 9 кубков, карту изобилия, карту процветания, вино, грозди. Вот посмотрите, какая красота. Карта исполняет желание, поэтому можете загадать желание, и она его исполнит. Надеюсь, что загадали. Вот. Карта, конечно же, она всегда притягивает удачу. Это тоже карта такая вот прям как талисман. И она говорит о том, что в вашей жизни действительно прольется рок изобилия от богини Фортуны. Вы знаете, 9 кубков, она дает такое большое счастье в зоне комфорта. То есть у человека все есть, он ни в чем не нуждается, у него есть деньги, у него есть там рай такой, да, свой рай, который он построил. Карта у меня часто ассоциируется с тем, что человек поехал на курорт в all-inclusive. Вот, примерно так. Может, вы, правда, куда-то поедете там, да, в скором времени и будете там радоваться, отдыхать, там, кушать много приятных там всяких шведский стол, там, да, вот эти все там фрукты, салатики, арбузики, там, я не знаю, понимаете? То есть вот это может быть по этой карте. И, конечно, решаются финансовые вопросы, но именно путем привлечения к вам в жизнь изобильной энергии, процветания. То есть ее нужно уметь поймать. Как это сделать? Настройтесь на нее, представьте этот поток. Он может быть там, не знаю, искрящийся, кристально чистый или любого цвета, как вам больше нравится. Самое главное здесь не это. Самое главное здесь именно то, чтобы вы представляли, как вам нравится. И вот он льется в вашу жизнь, этот поток. Или река, или там вы вливаетесь в эту реку. Поверьте, поток изобилия будет на вашей стороне.
Ну, вот такая вот у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.